5 фраз, которыми нарцисс захватывает, пленит свою будущую жертву. Мы с вами уже раньше разбирали, что цикл отношений с любым нарциссом состоит вообще из 3 фаз. Первая фаза — это фаза захвата, она же фаза идеализации, она же фаза лавбомбинга. То есть это фаза, основной целью которой является формирование нарциссом крепкой эмоциональной связи со своей жертвой, так чтобы в дальнейшем он мог получать от нее все, что ему необходимо. Вторая фаза в цикле отношений с нарциссом — это фаза обесценивания. И третья фаза — это фаза утилизации. Сегодня мы об этих фазах говорить не будем. Мы сегодня будем говорить о том, каким образом нарцисс, так сказать, садит свою будущую жертву на короткий поводок. Меня зовут Евгений Масеев, я психиатр и психотерапевт. И сегодня мы с вами разбираем 5 наиболее распространенных фраз, которыми нарцисс во время фазы лавбомбинга, во время фазы захвата, собственно, пленит свою будущую жертву. Если вам эта тема интересна, ставьте лайк обязательно под этим видео, поделитесь им в своих соцсетях, подпишитесь, чтобы не потерять меня, и мы начинаем. Первая фраза, которую мы сегодня рассмотрим, это фраза типа, что мы с тобой родственные души, я был послан на эту землю так же, как и ты была послана, чтобы найти друг друга. Мы с тобой просто находимся на одном вайбе, какие-то у нас общие там вибрации. Мы с тобой, просто, я не знаю, как будто бы из одного какого-то тиража. То есть нарцисс всячески говорит о том, что вот он чувствует, он как-то образно это высказывает, что вы с ним просто вот как будто бы созданы друг для друга. Что вы какие-то общие сердечные друзья, которые просто друг друга не видели, и вот вы встретились. Он в это верит и говорит очень убедительно, потому что все, во что люди верят, оно в принципе звучит очень убедительно. Почему нарцисс так верит, что вот вы в самом деле такая особенная, что вот вы его родственная душа? Потому что нарциссу очень важно, находя себе будущую свою жертву, будущего человека, который будет давать ему нарциссический ресурс, найти кого-то, кто как бы восполнит то, чего не додали родители в детстве. То есть поскольку в детстве родители нарциссу, пока он был ребенком еще, не дали вот эту возможность самому себя любить, они не разрешили ему чувствовать себя окейным, он, соответственно, во взрослом своем возрасте ищет людей, которые будут давать ему этот нарциссический ресурс. Он ищет человека, с помощью которого он мог бы, как будто бы подтверждать свою окейность. И в самом начале сближения с этим человеком он относится к нему примерно так же, как мы относимся к своим родителям, когда мы дети. То есть, когда он вас встречает, когда он понимает, что вы вроде бы как начинаете сближаться с ним, он, предвкушая это получение от вас нарциссического ресурса, всех этих ваших подтверждений его окейности, его красоты, его блеска, его этого какого-то дутого шара, он чувствует примерно то же, что он чувствовал, когда был ребенком, и он действительно относится к вам, как будто бы как к уникальному человеку, к настолько уникальному, насколько для детей уникальные родители. И когда он вам это говорит, вы, поскольку уже человек взрослый, слушаете его, и вы это воспринимаете как слова мужчины, который говорит женщине, что он встретил то, что в психоанализе называется другого. То есть как будто бы это мужчина, который видит в вас своего партнера, он видит вас, человека, который кликнул, и он хочет с вами как-то сближаться и строить какие-то взрослые отношения. А на самом деле нарцисс внутри своей незрелой личности, он маленький ребенок, который видит вас с родителем. Вторая фраза, которую нарцисс использует во время лавбомбинга, это что-то типа, что посмотри, насколько мы похожи, у нас столько общего. И это тут не ситуация типа, ой, ты любишь кошек, я люблю кошек, или ты любишь, фильмы смотреть вместе, я люблю фильмы смотреть вместе. Нет. Он находит какие-то вещи, которые действительно вас объединяют, потому что на этой фазе ему важно, чтобы войти в слияние, ему важно почувствовать, что у вас есть общего. Предположим, вы оба пережили развод примерно одно время назад и примерно одинаково сложно. Или у вас одинаковое количество детей, или у вас одинаковые какие-то детские травмы. Скажем, от вас отец ушел в детстве, от него ушел в детстве отец. Он эти вещи нащупывает и тут же начинает просто говорить, ты посмотри, мы друг друга так понимаем, потому что у нас есть с тобой общие вещи. Мы с тобой как будто бы как из одного тиража. Мы с тобой какие-то родственные такие души. Опять же, возвращаемся к первому пункту. То есть он начинает напирать на то, что у вас есть общее. И опять же, поскольку нарциссы люди, как правило, не глупые, он очень остроумно находит такие совпадения, которые действительно есть в ваших судьбах, в ваших историях, в ваших каких-то предпочтениях. И в такой ситуации, конечно, ты когда встречаешь человека, который говорит тебе о том, что посмотри, действительно, это же не я выдумываю, действительно, мы с тобой настолько похожи, то это как-то тут уже у нас срабатывает немножко магическое мышление. Мы думаем, действительно, прям столько совпадений, это как-то как какое-то чудо даже, какая-то здесь магия срабатывает. Таким образом, нарцисс формирует, собственно, эту сильную эмоциональную связь с вами. Давай поженимся, давай съедемся,
давай, не знаю, там, заведем ребенка, давай как бы вместе что-то начнем делать. То есть для нарцисса очень важно, поскольку вот он вас встретил, ему же важно, чтобы вот эта фаза лавбомбинга произошла как можно быстрее, потому что, собственно, ну, его рабочий ход этих отношений, то, когда он получает пользу, это когда уже сформирована эмоциональная связь на первой фазе, и на второй фазе он начинает вас обесценивать, и за счет вашего обесценивания чувствовать себя, ну, таким максимально грандиозным. Соответственно, он, в принципе, не очень заинтересован в том, чтобы фаза вот этого вот идеализации, захвата, лавбомбинга очень долго тянулась. Поэтому, как правило, вот у нарциссов встречается такая поспешность. Вот у вас второе, третье свидание, он начинает говорить о том, что мы можем вместе там как-то, ну, дом начать какой-то там присматривать себе, или давай с тобой поженимся, или давай как-то, я не знаю, я познакомлюсь с твоими детьми, ты познакомишься с моими детьми, и познакомь меня со своей семьей. Он начинает как-то очень сильно торопить вообще течение времени. Бывает так, что женщина и сама как бы торопится, ну или по крайней мере ее не смущает то, что мужчина торопится, потому что она сама, ну, предположим, у нее есть определенная тревога, связанная с тем, что, ну, чем дольше мы будем как-то встречаться, все будет непонятно, то, ну, неясно. Выбирает он меня, не выбирает. Как можно быстрее нужно вот переспать с ним, съехаться, не знаю, начать говорить о свадьбе. То есть вроде как бы нужно, чтобы все серьезно, так сказать, устаканилось. Потому что вот это вот момент в здоровых отношениях, когда люди присматриваются, он связан с высоким уровнем тревоги. Ну, также у женщины могут быть какие-то, в принципе, такие тревожные установки от общества, от близких, от знакомых, что там тебе столько лет, уже пора как-то начинать, там вот ты уже после развода столько времени прошло, или там в принципе ты уже вот столько времени без отношений. Давай, вот бери кого угодно, хватит перебирать. И женщина как будто бы вот встречает мужчину. Нарцисс, он же яркий, он такой вот прекрасный, вещи такие говорит, там, смотрим предыдущие пункты, что мы с тобой родственные души, вот и же доказательства у нас с тобой там один знак зодиака там. И вот он предлагает как-то что-то побыстрее как-то оформить отношения. Она думает, ну вроде да, вроде я тоже этого хочу, я как бы не против. Это красный флаг. Вы к этому должны относиться как, ну, к очень важному предупреждению. Если вы чувствуете, что мужчина, не узнав вас, торопится с какими-то вот такими официальными вещами, то есть он очень сильно торопит отношения, это означает, что он вас не видит. Он к вам относится как к объекту. Ему не важно, что там с вами происходит, ему важно, ну, что-то с вами сделать. В данном случае нарциссу очень важно побыстрее, так сказать, закрыть эти отношения, зацепить, то есть закрыть замок, чтобы, понимаете, мало того, что формируется у вас эмоциональная связь с ним, так вы еще с ним и съехались, у вас еще и вещи лежат у него или его вещи у вас. То есть вы уже, в принципе, ну, достаточно сложнее вам будет как-то разорвать эту связь. Я никогда такую, как ты, раньше не встречал. Ты такая одна вообще на миллион. А вообще ты такая, наверное, одна в мире. Таких больше не было и никогда не будет. Мне кажется, что ты меня понимаешь. Вот просто с полуслова. Я что-то начинаю рассказывать, смотрю, ты уже улыбаешься, ты понимаешь, о чем я буду говорить. Ты меня так понимаешь. Я просто чувствую, что мы с тобой как будто бы сливаемся вместе в одно. И ты, мне кажется, что ты тоже чувствуешь, что я понимаю тебя. Потому что вот ты что-то говоришь, я сразу себе представляю прям образно, о чем ты говоришь. То есть нарцисс начинает очень много, знаете, вот при отсутствии реальной эмпатии начинает играть в эмпатию. То есть он говорит о том, что вот ты такая одна, и я прям как-то тебя прям чувствую чуть ли не телепатически там своими всеми вибрациями, и ты тоже меня чувствуешь, почувствуй, ты же меня чувствуешь. Вот мы с тобой как будто бы находимся, ну, в таком в эмоциональном танце, что ли. То есть нарцисс формирует цепкую, стойкую эмоциональную такую привязанность, в данном случае зависимость. Я люблю тебя. А бывает так, что нарцисс говорит о том, что он любит свою, так сказать, эту вот женщину, которую он как бы еще пока не знает, еще до того, как он ее увидел. У меня были клиентки, которые рассказывали, что в первый раз он сказал, что он любит, когда мы еще переписывались. Переписывались там пару недель, мы еще не договорились о встрече, а он уже сказал, что я люблю. В этот момент нарцисс в это верит, потому что для него привязанность, зависимость, любовь — это слова, которые, одинаково звучат. Нарцисс в детстве не получил от своих родителей должного количества любви. Он, в принципе, любви, такой вот независимой не получил. Он не умеет любить себя самостоятельно. Для него любовь — это что-то такое, когда я вот о чем-то думаю, я это хочу, вот это, значит, наверное, и есть любовь. Он зафиксировался как-то на вас, он уже мнит вас как свой такой скорый источник нарциссического ресурса. То есть вот я на ней зацепился, я вкладываю в нее все свое внимание, мне сейчас важно сформировать эту цепкую, стойкую эмоциональную связь, и я вот о ней постоянно думаю. Наверное, это и есть любовь, он так чувствует. И он заявляет вам, что он вас любит.
Бывает, что это ситуации, когда, ну, там, несколько раз вы встретились, было несколько свиданий, ну, пускай это свидания были, конечно, такие яркие, там, романтический какой-то, там, не знаю, вечер, где-то закат, какие-то цветы, что-то вот такое красивое. Вы эмоционально как-то немножко поплыли, и вот он вам заявляет: я тебя люблю. Но каждому же человеку приятно услышать, что тебя любят, особенно если у женщины есть какие-то провалы здесь. Если она долго не находилась в счастливых отношениях, либо в принципе не находилась в каких-то отношениях. Вот хочется, чтобы вот была какая-то любовь, вот есть в принципе какая-то симпатия к этому человеку, какая-то вот начинает влюбленность наклевываться, и вот он говорит: я тебя люблю. Опять же, это поспешно, неуместно и в принципе даже как-то неприлично. Но бывает так, что женщина вкупе со всеми остальными фразами, со всеми остальными действиями нарцисса уже на это не обращает внимания. Просто он ей говорит, что он ее любит, и она, поскольку есть определенный вот такой эмоциональный провал, потребность в близости, потребность в любви, которая была, ну, как-то куда-то там забита, не знаю, там, под лавку в душе женщины, она, ну, вот слышит это и хочет этому верить, очень сильно хочет этому верить, потому что так хочется любви. Она верит ему, и вот эта вот эмоциональная связь формируется, и мышеловка защелкивается. Если вам когда-нибудь доводилось, так сказать, попадать под эту любовную бомбардировку нарцисса, если вы когда-нибудь попадали вот так вот, что в начале отношений мужчина начинает вот это вот сиропом мазать везде и говорить вам такие вещи, если вы смогли бы поделиться своим опытом, как вы этому противостояли, или как вы, скажем, не заметили что-то, а потом уже ретроспективно, постфактум как-то замечали, что да, ну он все это говорил мне и не надо было ему верить, я буду вам очень благодарен. И я время от времени получаю такие вот вопросы от женщин: почему я раз за разом попадаю на нарцисса? Вот только вышла из отношений с одним, и потом бац, следующие отношения, вроде все хорошо, и опять я попадаю на нарцисса. В такой ситуации очень важно проанализировать вот эту первую фазу захвата. То есть, понимаете, когда мы об этом так вот говорим, вроде бы все понятно, но с точки зрения женщины, которая оказывается в отношениях с нарциссом, она находится в отношениях с нормальным человеком, с нормальным мужчиной, который ведет себя просто, ну, по отношению к ней вежливо, как-то лояльно, ну, как-то вот, ну, приятно он по отношению к ней себя ведет. И вот здесь очень важно, чтобы ты могла отличить просто нормальное поведение нормального здорового мужчины от поведения нарцисса в фазе захвата, чтобы у тебя не было провалов по потребностям, связанных с близостью, с теплом, с любовью. Потому что бывает так, что женщина вышла из деструктивных отношений, думает: мне эти отношения теперь вообще не нужны, еле я отделалась, начинаю в работу идти, там, в путешествия, в какой-то в спорт, еще куда-то, в другие сферы жизни вкладывается, отношения как будто не откладываются, там накапливается голод, причем это происходит, ну, без внимания женщины. А потом, так сказать, из розового тумана вырастает нарцисс, начинает вот эти все вещи говорить. И на весь вот этот голод, который накапливался, они и ложатся, все эти вот рассказы про то, что давай с тобой тут же поженимся, не отходя от кассы, давай, я там тебя люблю, вообще ты послана мне там, Господом Богом и прочие вещи. Поэтому очень важно уделять достаточное количество внимания себе, своей какой-то психогигиене, там, возможно, психотерапии, для того, чтобы вы понимали, какие у вас есть вакантные потребности. Какие, то есть у вас потребности, которые не удовлетворены и не удовлетворяются как бы вот, ну, какое-то время. Потому что если вы это не замечаете, то это ваше слабое место, куда могут ударить. Если вам это видео понравилось, обязательно поставьте лайк и поделитесь этим видео в своих соцсетях, чтобы больше людей смогли посмотреть его и оставить больше комментариев со своими примерами. Потому что таким образом мои видео дополняются реальными примерами из реальной жизни моих подписчиков. Ну и, соответственно, подписывайтесь, если вы вдруг не подписались. Берегите себя и своих близких, и до встречи в следующих выпусках.